Здравствуйте, друзья! Здравствуйте и добро пожаловать в наш кинозал «Давай запишем». Почему кинозал? А он, видите, наверху стрелочки появились. С помощью них вы можете поворачиваться туда-сюда, смотреть наверх, посмотреть вниз и увидеть наш кинозал. Они нам пригодятся чуть-чуть попозже, и я вам скажу, когда. Вы уже поняли, что сегодняшний ролик будет не совсем стандартным, по крайней мере, формат у него очень нестандартный, и чуть позже я объясню, для чего мы все это затеяли. Оставайтесь с нами. Ну, а на столе у нас австрийцы. Австрийцы, которые не отпускают нас. Они нас держат в плену, можно так сказать. Причем для этого им не потребовалось отбирать у меня и у моего уважаемого оператора паспорта. Нет, завораживают и пленяют их технологии, которые они используют в производстве своих микрофонов. Этот ролик является продолжением истории об OC-818. Если вы не смотрели первую часть, то я настоятельно рекомендую сейчас поставить этот ролик на паузу, пройти в описание, ну или в аннотации, сейчас ссылочка появится, и посмотреть первую часть, потому что в ней у нас как бы идет вводная, после просмотра которой вы сможете лучше понять, о чем речь будет идти в сегодняшнем ролике, который, по сути, является частью 2 обзора на OC-818. Друзья, напоминаю, что это канал «Давай запишем», и здесь мы с вами говорим про аудио. В оригинальном обзоре на OC-818 мы с вами пользовались студийным комплектом. Он шел в более меньшем чемоданчике, и в комплекте шло все то, что необходимо, в принципе, для работы с одним микрофоном. Здесь у нас имеется двойной комплект, который давайте и раскроем. Важной чертой является то, что у OC-818 нету подобранных стереопар. То есть вы знаете, что многие производители в своих комплектах пишут подобранная стереопара. У этих ребят вы такого не найдете, потому что, как они заявляют, у них настолько жесткая проверка параметров микрофонов по выходу, что вы можете взять два микрофона из абсолютно любых разрозненных комплектов, и они будут звучать как подобранная стереопара. Ну что ж, это достойно уважения. Давайте откроем комплект и посмотрим, что же находится внутри. Я сейчас как в «Криминальном чтиве». Мы довольны? О да, мы довольны. Не хватает свечения, но обойдемся без него. Итак, как мы видим, кто-то спер уже один микрофон и паук. Ну, на самом деле он висит у меня на стойке, вы его прекрасно могли уже заметить. И, конечно же, это дополнительный тест звука. Тот ролик, первую часть, мы всю писали с помощью этого микрофона, и сегодняшний ролик мы тоже полностью будем писать на этом микрофоне. Подаем усиление в 40 дБ, естественно, фантомное питание, потому что это конденсаторный микрофон, и направленность у нас гиперкардиоида, то есть максимально узкая. Мы видим в наборе второй микрофон. Мы видим, что к нему также идет паук, к микрофону номер 2 идет шарнирный держатель, и к первому микрофону тоже идет шарнирный держатель, кстати, если вы им будете пользоваться. На стерео набор на два микрофона есть вот такая планка, чтобы можно было на нее закрепить сразу два микрофона и крепить все это на одну микрофонную стойку. Ветрозащита, естественно, как и в наборе студийном обычном, и пара подобных XLR проводочков, назначение которых я в подробностях описывал в первой части нашего обзора. Ну и, конечно же, различная макулатурка, в числе которых у нас идет и фирменная наклейка. О чем пойдет речь сегодня? Что вообще можно делать с двумя микрофонами? Ну, наверное, как в том анекдоте про стальные шарики. Один потерять, а второй сломать. Но нет, дорогие друзья. Сегодня мы займемся чем-то особенным. Во-первых, мы будем заниматься стереозаписью с использованием двух микрофонов. Как я говорил в первой части, стерео можно писать и с помощью одного такого микрофона, но мы будем пользоваться двумя, и это будет намного интереснее. Также мы займемся записью в формате Ambisonic. Это пространственный формат записи в 360 с точным позиционированием к вашему источнику как по горизонтали, так и по вертикали. Для разогрева начнем с чего-нибудь попроще. Итак, стереозапись. В оригинальном ролике на OC-818 я рассказывал вам об отличительной особенности этих микрофонов.
Тут есть вот такой разъем задней части, который нам дает возможность записывать отдельно весь звук, который приходит на тыльную диафрагму. То есть основной XLR разъем у нас работает на переднюю диафрагму, тыльный разъем у нас работает на заднюю диафрагму. Итак, мы имеем 4 канала на запись. Мы пишем с вами 4 дорожки. Делать это можно как в отдельные стереомоноканалы, но я для удобства создал quad-канал, и теперь в один аудиофайл у меня будут раздельно писаться сразу 4 сигнала. При расстановке микрофонов обратите внимание на очередность ваших каналов в рабочей станции. Первый и второй каналы — левая и правая сторона нижнего микрофона, которые мы позиционируем ребром к источнику. Третий, четвертый каналы — передняя и задняя часть микрофона сверху, которую мы направляем уже более привычным образом. Если вы вдруг запутались, то при каждом открытии плагина вы будете видеть специальную картинку, которой можно пользоваться в качестве шпаргалки. И вот теперь настало время поговорить о той небольшой детали, без которой стереозапись, конечно, можно реализовать, но получить при этом такое количество всевозможных манипуляций и подстроек уже после момента записи, это навряд ли. Речь идет о совокупности алгоритмов, которые обернуты в достаточно приятного вида плагин под названием Stereo Creator. Схема его работы проста. На вход мы подаем 4 канала. Лево, право, фронт и тыл. А на выходе получаем стерео в разнообразных вариациях. Для наших экспериментов доступно сразу несколько техник стереозаписи. Есть MS, технология, в которой используют один микрофон с направленностью в виде сферы и второй с восьмеркой. За ним следует True Stereo, который является записью на XY, два направленных микрофона, находящиеся в одной точке, скрещенные при этом под определенным углом. И завершает нашу троицу система Bloomline. Два микрофона с направленностью восьмерка, развернутые на 90 градусов по отношению друг к другу. Совершенно естественно, что каждая система будет давать сигнал на выходе, отличающийся по громкости. Для проведения сравнений в лоб, чтобы изменения по громкости не сказывались на нашем восприятии, в плагине имеется функция автоматического подгона громкости под единый уровень. Кстати, на тесте мы ей обязательно воспользуемся, чтобы наше внимание лишний раз не отвлекалось на перепады по громкости. Еще здесь можно поменять стереоканалы местами, но самое, на мой взгляд, примечательное — все системы имеют переменные параметры. Во-первых, у MS можно задать громкость для каждого микрофона, а также изменить направленность центрального приемника, начиная от сферы и заканчивая узкой кардиоидой. Во-вторых, у XY также делается выбор из вариаций кардиоиды, плюс можно сменить угол между микрофонами, задав значение от 30 до 150 градусов. Еще есть Bloomline. Он дает возможность вращать сразу двумя микрофонами по часовой стрелке и против часовой стрелки с максимальным отклонением в 30 градусов туда и 30 градусов обратно. На этом моменте я возьму паузу, чтобы вы послушали работу Stereo Creator. Позовем наших музыкантов, для вас будет играть дуэт. Перед ними мы выставим два таких микрофона, грамотно их спозиционируем, и записанный звук на эти микрофоны с помощью плагина я буду менять. Там будут различные вариации стерео, и в принципе уже внутри них я буду менять те или иные параметры. Внимательно смотрите, что я буду делать, и постарайтесь внимательно слушать изменения в звуке, потому что в конце этого ролика у меня будет к вам вопрос. Ну что, тесты? Поехали. Тебе не нравится дым, черт с ним. Он убивает слова, кругом голова. Уже разносит молва по дворам, что между нами чуауа. О чем с тобой говорить, потеряли нить. Быть мне с тобой перестать и дома спать. Нас не измерит на глаз за сейчас. Зачем мы давим на тормоз, не на газ? Вопрос извечный, зачем, да почему? Я понемногу с ума, ты не сама. А эти ночи в Крыму теперь кому? Я если встречу, потом передам ему. Писклявый твой голосок, как электрошок. Что я бухой без вина, твоя вина. Нас не измерит на глаз затемно. Им донесут обо всем на МФ волнах. Я помню белые обои, черная посуда. Нас в хрущевке двое. Кто мы и откуда, откуда задвигаем шторы? Кофеек, плюшки
Давай вот так просидим до утра. Не уходи, погоди, мне пора. Если выход один впереди, то почему мы то холод, то жара? Раскладывать по местам я устал и поворачивать вспять. Но вот опять прикосновения плавили мой металл. Ты элемент номер 5, не дать не взять. Идет к финалу игра в этот раз, а ты все так же молчишь, я говорю. Минут 15 осталось до утра. Не вызывай, так свалю и свалю. Попробуем все подшить, не ворошить. Мобильные номера постирать. А уходить не спросив, нету сил. Давай попробуем заново все собрать. Это было круто. Ну вот так, без лишней скромности. И стоит напомнить, что все изменения в стереообразе и в звучании в целом, которые вы слышали, они были достигнуты не за счет того, что я по студии за кадром бегал и переставлял микрофоны втайне от вас. Нет. Всеми этими изменениями я занимался уже после момента записи. Скорее всего, даже прошло пару дней. Я сидел дома спокойно у своего домашнего компьютера, попивал чаек, пользовался лубеком на своей звуковой карте и перезаписывал все, что мы с вами сделали на студии. Это экватор нашего видео. И то, что было вот до этого, включая тест, это все цветочки. Это, знаете, так, чтобы как-то разогнаться, чтобы включиться. Дальше, друзья, приготовьтесь, потому что мы с вами начинаем говорить про объемное звучание. Где может использоваться такой звук? Ну, начнем, конечно же, с кинопроизводства. Это 5.1, 7.1 и, конечно же, нами с вами любимый Dolby Atmos. Система, в которой, я напомню, звук у нас не имеет фиксированное количество дорожек, а он как бы адаптируется под то количество громкоговорителей, которые имеете вы на своей площадке. Далее, конечно же, музыка. Достаточно большое количество коллективов, если изначально и не писали свои альбомы в 5.1, 7.1 и формате том же самом Dolby Atmos, сейчас получили пересведения в пространственных форматах, и стоит ли говорить, что эти альбомы звучат просто потрясающе. Особое внимание стоит уделить живым записям, потому что погружение при таком звуке максимальное. Ну и, конечно же, обычный народ стал намного ближе в последнее время к пространственному звуку, не меньшей мере из-за Ютуба, нашего с вами любимого, потому что в нем появилась поддержка видео 360, и факультативно к этим самым видео есть пространственный звук. До этого момента я тактично умалчивал об еще одной важной особенности 818-х микрофонов. Сверху мы имеем вот такую металлическую площадку, которая немножко намагничена. Она позволит нам соединять сразу два микрофона бесшовно, без каких-либо зазоров. Почему это важно, в особенности для Ambisonic записи? Объясняю. Когда мы записываем пространственный звук, нам важно получить информацию не только по горизонтали, но и по вертикали. А для этого нужен дополнительный микрофон. Так вот, за счет того, что инженерам, в первую очередь, которые проектировали программное обеспечение и эти микрофоны, известно то самое неизменяемое расстояние между двумя капсулями, когда мы закрепляем два микрофона друг на другом, с помощью тех же самых алгоритмов, которые меняют нам направленности и углы микрофонов уже после момента записи, мы можем создать как бы фантомный микрофон восьмерку, который будет направлен вверх и вниз. Этим микрофоном мы и будем пользоваться, чтобы нашему звуку добавить пространственное ощущение по отношению к верху и к низу. Расстановка и подключение у нас происходит примерно так же, как и во время стереозаписи. Но микрофоны при этом меняются местами. Первый и второй канал отдается передней и тыльной стороне нижнего приемника. Третий и четвертый канал забирает левую и правую сторону микрофона сверху. Опять же, без паники. Когда мы с вами будем открывать специальный Ambisonic плагин на компьютере, у вас всегда перед глазами будет специальная шпаргалка. Кстати, я думаю, настало время поговорить о самом плагине. Называется он Ambi-Creator. И занимается он преобразованием 4 записанных дорожек в объемный пространственный звук. Можно использовать два режима — MBX или FUMA.
которые меняют очередность каналов на выходе, задавать дополнительное усиление также можно или послабление для всего звука, отдельно играться с громкостью вертикальной сцены, можно убирать ее, получив тем самым обычный панорамный звук, без изменений по оси Z. А последняя ручка позволит нам вращать вашу конструкцию из микрофонов на все 360 градусов. А теперь вишенка на нашем торте. Приготовьте свои курсоры, потому что вам понадобится вот та штучка, о которой было замечено в самом начале ролика. Специально для этого обзора мы раздобыли камеру, которая снимает 360. На тесте мы будем использовать два микрофона и будем писать пространственный звук. Перед вами будут также сидеть наши два музыканта. Мы выставим перед ними два микрофона, спозиционируем эти микрофоны по отношению к ним, и у вас во время теста будет возможность покрутить изображение, которое вы видите на YouTube, и послушать звук таким, как вы бы его услышали, если бы вы просто стояли у нас на студии и крутили бы своей собственной головой, да даже не просто головой, а вращались бы даже телом, потому что это, я напомню, звук 360. Услышите, что находится сверху, услышите звук снизу, можете посмотреть на нас с Гошей, как мы работаем за камерами, за кадром в этот самый момент. В общем, будет интересно. Кстати, крутить изображение можно не только с помощью стрелочек, которые находятся в углу экрана, но и просто перемещая курсором по видео с зажатой кнопкой мыши. Что-то я разболтался. Давайте к делу. Устроим тест с пространственным звуком впервые на нашем канале. Поехали! Я не совру, если скажу, что на данный момент этот ролик был самым интересным лично для меня. Готовить его, писать текст и создавать все это было неимоверно интересно, и я думаю, я бы как-нибудь повторил. Даже учитывая тот факт, что это был мой первый опыт, прямо на ваших глазах, считайте, с VR-звуком. Само собой, что полный спектр эмоций вы можете получить, используя какой-нибудь VR-шлем, но на самом деле в наших условиях пары наушников или пары небольших колоночек вполне хватило бы, чтобы прочувствовать вот это самое высокое.
теперь вопрос, о котором я предупреждал вас, когда мы говорили о стерео. Он достаточно простой. Вы можете даже снова включить тот тест, послушать, чтобы дать более близкий вам ответ. Итак, какой стереорежим понравился вам больше всего? Где пространство было лучше читаемо? Где тембры наших музыкантов нравились вам больше? Свой ответ обязательно напишите в комментариях. Друзья, в любом случае не забудьте отметиться в комментариях, не забудьте поставить лайк, чтобы отблагодарить нас за всю проделанную нами работу, потому что, я признаюсь, это было нелегко. Напомню, что вы все это время были в нашем кинозале YouTube-канала под названием «Давай запишем», и я напомню, что здесь мы с вами общаемся на тему про аудио. А я не прощаюсь, я говорю лишь «до свидания», до встречи в следующем ролике. Хочу борщ. Борщ? Поехали. Слушай, ты мне напомнил вот этот чел Никита из Беруария, он же варит экспериментальное пиво, короче, у него есть пиво со вкусом окрошки и борща. Ну, это раздельные два пива с окрошкой, а отдельно пиво со вкусом борща. Лучше было все вместе. Со вкусом окрошки и борща. Ну, можно миксовать, как бы смешать.